Доброго времени суток, дорогие друзья! Хочу поднять сегодня тему, ту, которую уже очень много раз обсуждали, женскую самооценку и почему она выбирает слабых мужчин, почему она очень часто тратит свои ресурсы на мужчин, которые недостойны ее абсолютно, которые достойна намного сильнее ее мужчин. Почему так происходит? Первая причина тому, что так происходит, это женщина, она недополучила в детстве просто любви, мужской любви. Когда мужчина это понимает, слабый и хитрый, и у нее есть много ресурсов, он сразу же ее берет в оборот. Очень легко и просто. Чаще всего это женщины очень сильные для слабых мужчин. У них обязательно очень много энергии, очень много возможностей. И она сама по себе очень интересная и яркая личность, которую можно просто взять для себя и украшать себя ею. То есть за счет ее необычности, за счет ее харизмы можно просто показывать, чего он достоин. Так вот, что происходит, когда женщине стоит задуматься, быть с этим мужчиной или не быть, зачем ей такой мужчина, и стоит ли вообще дальше с ним быть, и действительно ли это слабый мужчина, либо он просто хочет быть на самом деле с ней. Он пытается это делать от слова «пытка», но у него не получается, а на самом деле он хочет для нее создать условия самые лучшие, самые комфортные, чтобы она была счастлива с ним. Но как понять, какой мужчина действительно хочет для вас что-то сделать, а какой мужчина не хочет, а просто у вас забирает весь ресурс, а вы этого не знаете и не понимаете. Женщине нужно задуматься в тот момент, когда она понимает, что в этих отношениях с мужчиной она просто сама решает все вопросы, все свои комфорта, уюта, финансов. В общем-то, все полностью ресурсы, которые у нее есть, она тратит на себя сама. То есть мужчина, который рядом с ней, ничего не делает, не тратит на нее ничего. Это первый признак. Это, кстати, самое главное. Это самый первый признак, когда вы чувствуете, что что-то не так. Если вы замужем за таким мужчиной, это тоже большая проблема. Но она решаема разводом. Важно что понять. Когда вы очень много тратите энергии на мужчину, и вот он, например, он из бедной семьи, а вы с богатой семьи, вы очень много тратите энергии, вы уже родили детей, у вас уже очень бизнес вырос, как-то очень быстро у мужа вашего, а вы все как-то не можете самореализоваться, у вас что-то не получается, у вас много забирает времени дети, муж. Как-то вы странно себя начинаете чувствовать напряженно, и вы понимаете, что вы готовы что-то делать, но у вас просто не хватает сил. Есть идеи, есть вдохновение, но только вы проконтактируете со своим мужем, на следующий день у вас как будто выкачали всю энергию, а у мужа все супер. Это второй признак, который может вам показать, что рано или поздно он с вас выкачает все, что у вас есть, все ресурсы. Финансовые, если вы помогаете ему в росте его идеи и его бизнесе, энергоресурсы, здоровье, внешность, красоту, все возможности, которые есть у вас, то есть ваши контакты, возможно, контакты вашей семьи, возможно, возможности вашей семьи. Это все приводит к аннуляции ваших потом отношений. Почему я так говорю уверенно? Я это все прошла. Я прошла очень многие многоходовочки таких подобных мужчин. Я по личному опыту понимаю, что это есть. И есть такие мужчины, которые они даже неосознанно это делают. Что дальше? Без энергии женщина неинтересна мужчине. Все, он выкачался, все, забрал все. А вы стали неинтересны. Он вас меняет просто на другую женщину. Вот и все. Я сейчас говорю это очень просто, но это может длиться даже годами. Лично я прошла это. Да, к сожалению и к счастью, чтобы вам об этом рассказать, чтобы вы в это не вступали. Но я вам рекомендую первые два признака отследить, прочувствовать и понять, что это возможно, то, что я вам говорю. Следующее. Если вы восполняете ресурсы, вы интересны всем, не только этому мужчине вашему. Вы интересны
на работе у себя, вы интересны своим родителям, вы интересны своим детям, вы интересны своим соседям, вы интересны всем друзьям своего мужа, у которого большой бизнес. И когда наоборот, у вас нет ресурсов, поверьте, вас не прибежит никто спасать. От вас отвернутся и сбегут от вас, чтобы вы случайно не выкачали у них энергию. Потому что закон Вселенной простой. Если нет ресурсов у человека, он идет ищет, где его взять. Но женщина таковая, что она умеет брать ресурсы. Мужчина, когда он любит женщину, он думает, что он ее любит. На самом деле он любит не ее, а ее мощную энергию. И если она ресурсная, он любит именно излучение ее энергии. От безресурсной женщины нету пользы, нету желания, нету стимула. Она ничем не наполняет мужчину, то есть она бесполезна. И что в этих случаях? Если вы теряете очень часто энергию, вы просто неправильно ее распределяете. Вы не тому даете человеку энергию, который вас восполняет, то есть нет взаимодействия. Вот это вся проблема. Следующее, что восполняет и как контролировать справедливый расход вашей энергии. Первое, у вас должно быть свое хобби, у вас должна быть своя любовь к себе. Вы обязаны создавать для себя красоту, для себя самой. Потому что без внутренней красоты, творчества, которое вы имеете право создавать, потому что благодаря женщине вообще здесь все происходит на земле красивое. Потому что она дает ресурс мужчине, мужчина материализует этот ресурс в материальность. Отдается мужчине, мужчина делает большие деньги. И, конечно же, он должен приносить ей дивиденды. Когда этого не происходит, женщина истощается, у нее потери. То есть она вкладывает в проект, который не приносит ей вообще ничего. Она вкладывает, мужчина забирает. Он не возвращает женщине. Она остается пустой. Тогда женщина, конечно, истощенная, уже неинтересна мужчине. Что происходит дальше? Если вы ничего не создаете, если у вас нет идей, если у вас нет ощущения внутри, что вы готовы что-то создавать, вы знаете, вы просто вампир. Если перерасход на поток ваших интересов, у вас есть энергия, и вы их перерасходовали. Что нужно делать? Женщине очень легко их восполнить на самом деле. Это нужно просто побыть в красоте. Красивое место, природа, уют, расслабление, покой с самой собой. И когда вы это все делаете для себя, вы возвращаете энергию старицей. Какие еще есть способы? В личных консультациях я даю, рассказываю подробно и, возможно, даже показывая. Итак, мощную женщину хотят приобрести, можем так сказать, сильные и слабые мужчины. На данный момент я хочу объяснить, что слабые мужчины, они ищут женщину для того, чтобы у нее забрать 90% ее ресурсов. А 10% они могут вложить для того, чтобы замылить глаза, что якобы они что-то стараются для вас сделать. А остальное они забирают и стараются так быстро, чтобы вы не успели понять, что этот мужчина просто пришел у вас забрать все, что ему интересно. И мужчина думает, что у него должно хватить времени, чтобы вы вовремя все не сообразили, не поняли, и чтобы розовые очки не успели снять, потому что такие мужчины, они обладают таким обаянием, такими сладкими словами. Они умеют женщине раскрыть в ней женственность. С одной стороны, это прекрасно, но дело в том, что пока они раскрывают его женственность, и вы ощущаете себя самой любимой женщиной на свете, он потихонечку у вас забирает все, что ему интересно. Поняв раньше, женщина перестает ресурсировать этого мужчину. Она стала такой сильной, что она поняла, что ей нужен мужчина намного сильнее, чем она. И она достойна такого мужчины. Очень даже. Эта женщина начинает понимать, что тот слабый мужчина, который рядом с ней на данный момент, он как рыбка прилипала, которая хочет за счет ее ресурсов заплыть очень-очень далеко в тот оазис, где она уже плавает. Она уже может. И она его потянет за собой, чтобы, когда он с нее все выберет, он отрывается от нее и прилипает к другой большой рыбе в том окружении, куда она его привела.
Это просто такие мужчины, которые в жизни очень мало любили родителей. Они потому не умеют уважать. У них гордыня превыше всего. Они взращивают так гордыню за счет того, что они смогли выжить с женщиной все, что могли. Они взращивают эту гордыню, но она только временно закрывает его потребности. Потому что когда они нечестным путем заработаны, рано или поздно они теряют, потому что закон Вселенной работает очень четко. Если мужчина забрал у женщины недостойно и не давал ей восполняться, у него заберут даже больше. Итак, самое главное, какой же мужчина нужен женщине, она начинает понимать после того, как она поняла, что она очень сильная. Она начинает понимать, что она хочет. Очень сильный мой мужчина, сильнее себя. На очень много уровней, минимум на 3, для того, чтобы он показал, как он ее уважает и ценит, так как она себя ценит и уважает. Такого она мужчину и ищет. Таких женщин мужчины чувствуют. Они очень четко чувствуют сильную женщину, харизматичную, уверенную в себе, которая идет за своей мечтой, которая знает, чего она хочет, которая ощущает своим внутренним сильным голосом своей души, что она готова к большему прыжку с мужчиной или без него. Итак, подробнее о мужчине, который сильный. Как понять, что это сильный мужчина? Понять можно так. Любовь к женщине мужчина может и только так делает, проявляя только заботой о ее комфорте жизни во всех аспектах, которые ее окружают. Такие мужчины есть. Как их найти и где их найти? Я тоже об этом могу рассказать. Они за хлебом не ходят в магазин на самом деле. Эти мужчины, они всегда в погоне за большим-большим кушем. И они всегда рассчитывают только на себя, как и сильная женщина. И вот они ищут только такую женщину рядом с собой, потому что это будут партнерские отношения. Они будут создавать что-то вместе. Вот как я держу сейчас 2 руки, так мужчина и женщина создают общий союз. Вот так. Это 2 руки, которые держат друг друга. Если они вот так, они рано или поздно разойдутся. Если они вот так, то они всегда будут вместе. Это пара, равные друг другу по силе духа, по идейности, по перспективности, по самодостаточности. У них всегда одни и те же мысли: создать, увеличить, глобализировать. Вот в этом направлении только так нужно думать с мужчиной, который хочет все глобализировать. Ему нужна женщина, которая хочет глобальности. Она хочет с ним рядом идти и чувствовать себя уверенной в завтрашнем дне, чтобы не жить сегодняшним только днем, а жить будущей жизнью. Мужчина и женщина могут создавать прекрасный мир. И если этого нет, женщина слабая и женщина сильная, они абсолютно отличаются. И мужчина слабый, и мужчина сильный, они абсолютно отличаются. Если сделать эту синергию, мужчина слабый, сильная женщина, получается рано или поздно разрыв. Это невозможный союз. И аналогично тоже. Только когда сильная женщина и сильный мужчина встречаются, они создают мощный союз, который приводит к огромным глобальным изменениям. Возможно, даже в их стране, где они встречаются, в направлении, в котором они создают свой союз. Это все на самом деле понятно и просто, когда люди прошли уже сложный путь и знают, чего они хотят. Только когда мужчина знает, чего он хочет, и когда женщина знает, чего она хочет, они остаются навсегда вместе до конца их пути на этой планете Земля. И они ценят друг друга за то, что они прошли, а не за то, что они потеряли с кем-то. Вот на этом я хочу поставить точку с запятой, потому что очень много еще тем, которые бы я хотела открыть, распаковать, так сказать, рассказать вам, чтобы вы, если чего-то не знаете, могли ко мне обратиться, и мы обсудим ваш личный вопрос в личной форме общения. Я вас жду на следующем видео. С вами была Таран Татьяна. Благодарю за внимание.